Приветствую, друзья! То, что сейчас происходит на Земле, пугает и восхищает одновременно. Природа будто восстала и показывает всю свою мощь, а мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Все это реальные события последнего дня. Республика Адыгея продолжает оправляться от удара мощного снегопада, который обрушился на регион накануне праздников. В столице республики Майкопи и 5 муниципальных районах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный для максимально оперативной мобилизации всех восстановительных сил. Одной из самых острых проблем остается восстановление энергоснабжения. По последним данным, из-за обрывов линий электропередачи и аварий на подстанциях без света остались около 59 тысяч жителей. Энергетики работают в круглосуточном режиме. В наиболее пострадавших населенных пунктах организованы пункты временного пребывания, где люди могут получить горячее питание и зарядить мобильные устройства. На текущий момент аварийные бригады завершают наиболее сложные участки работ, параллельно восстанавливая подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. На очистку улиц Майкопа и районных центров брошена вся имеющаяся коммунальная техника, к которой присоединились волонтеры и неравнодушные горожане, откликнувшиеся на призывы властей помочь в расчистке дворов и тротуаров. Несмотря на морозную погоду, работы по вывозу снега и восстановлению нормальной жизнедеятельности региона не прекращаются ни на час. Швейцария погружена в траур после одного из самых катастрофических происшествий в истории страны. В новогоднюю ночь на элитном горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале произошел мощный взрыв и пожар в популярном баре Le Constellation. Жертвами стали около 40 человек. По официальным данным местной полиции, еще порядка 115 человек получили ранения различной степени тяжести. Многие из них находятся в критическом состоянии с тяжелыми ожогами. Трагедия разыгралась примерно в 1:30 ночи, когда заведение было заполнено сотнями отдыхающих, отмечавших наступление 2026 года. Очевидцы описывают внезапную вспышку, за которой последовало мгновенное воспламенение в помещении, что превратило бар в огненную ловушку за считанные секунды. Основной версией следствия на данный момент является неосторожное использование пиротехники внутри здания, что могло спровоцировать взрыв и стремительное распространение огня, хотя окончательная причина ЧП еще устанавливается. Президент Швейцарии Ги Пармелен назвал случившееся одной из величайших трагедий, которые когда-либо знала страна, отметив, что большинство погибших и пострадавших – это молодые люди, как местные жители, так и туристы из соседних стран. На месте разрушенного бара создан стихийный мемориал, куда люди приносят цветы и свечи в память о погибших. Сегодня Турция продолжает противостоять мощному циклону, который принес на большую часть территории страны рекордные снегопады и резкое похолодание. Из-за тяжелых погодных условий и образовавшегося на дорогах гололеда власти были вынуждены официально приостановить занятия в учебных заведениях в 54 провинциях. Решение о временном закрытии школ и университетов затронуло не только горные районы, но и крупные административные центры, где муниципальные службы работают в авральном режиме, пытаясь расчистить основные транспортные артерии от снежных заносов. Непогода спровоцировала резкий рост дорожно-транспортных происшествий по всей стране. В округе Чаток турецкой провинции Ван продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после схода мощных снежных лавин, накрывших жилые районы Аднан-Мендерес и Бахчели-Эвлер. По последним данным, 1 человек до сих пор официально числится пропавшим без вести. Спасатели и добровольцы прочесывают тонны снежных масс в надежде найти пострадавшего, несмотря на крайне тяжелые метеорологические условия и сохраняющийся риск повторных обвалов. В ходе первоначальных поисков из-под снежных завалов удалось извлечь 61-летнюю женщину. Врачи боролись за ее жизнь, однако позже поступило сообщение, что она скончалась в больнице от полученных травм.
Для обеспечения безопасности населения власти провинции приняли решение о немедленной эвакуации жителей 22 домов, расположенных в потенциально опасной зоне. Семьи были временно размещены в государственных общежитиях и гостевых домах. В регион направлены дополнительные подразделения управления по чрезвычайным ситуациям и жандармерии, оснащенные специальным оборудованием и поисковыми собаками. Работа осложняется непрекращающимся снегопадом и сильным ветром, которые парализовали транспортное сообщение в этой горной части Турции. Сегодня жители Амстердама и эксперты по культурному наследию оценивают масштаб потерь после сильного пожара, который практически полностью уничтожил историческую церковь Вонделькерк. Возгорание началось в первые часы Нового года. Пламя было замечено на крыше здания около 0 часов 45 минут по местному времени, спустя считанные минуты после начала праздничных фейерверков. Огонь распространялся с пугающей скоростью из-за деревянных перекрытий и сильного ветра, который разносил искры на соседние жилые кварталы. Прибывшие на место пожарные службы оцепили территорию рядом с парком Вондела и провели экстренную эвакуацию жителей ближайших домов. Ситуация потребовала привлечения дополнительных расчетов из соседних регионов. Кульминацией пожара стало обрушение знаменитой 50-метровой неоготической башни шпиля, которая рухнула на глазах у потрясенных очевидцев. Хотя официальная причина возгорания еще устанавливается, основной версией считается попадание пиротехники на кровлю здания. Мэр Амстердама Фемке Халсема назвала инцидент невосполнимой утратой для города. Церковь Вонделькерк, возведенная в 1872-1880 годах по проекту выдающегося архитектора Пьера Кейперса, являлась объектом национального наследия Нидерландов. После прекращения служб в 1977 году здание использовалось как культурный центр, концертный зал и офисное пространство. По предварительным заключениям экспертов, от памятника архитектуры остались лишь обгоревшие внешние стены, и восстановлению в прежнем виде он не подлежит. Индонезия продолжает сражаться с масштабными наводнениями, вызванными затяжными тропическими января в конце ушедшего года. Критическая ситуация сложилась в провинции Ачех, в городе Бланкаджерен, где в период с 30 декабря по 1 января река Аэх-Бобо повторно вышла из берегов. Бурные потоки воды размыли грунт и полностью заблокировали основную подъездную дорогу к региональной больнице, фактически изолировав медицинское учреждение от внешнего мира и серьезно осложнили транспортировку пациентов. Параллельно со стихией в Ачехе мощное наводнение вновь обрушилось на деревню Саньянг-Бака в округе Солок на Западной Суматре. Уровень воды начал стремительно расти, вызвав панику среди местных жителей, которые едва успевали эвакуировать имущество на возвышенности. В наиболее пострадавшем районе Балай-Лаланг потоки воды смыли временные земляные укрепления и нанесли значительный ущерб жилым домам. Это наводнение стало вторым тяжелым ударом по региону за последние месяцы, усугубив последствия предыдущего стихийного бедствия, произошедшего в конце ноября. Экстренные службы и волонтеры организовали пункты выдачи гуманитарной помощи. Губернаторы и местные власти задействовали национальные силы для восстановления инфраструктуры в пострадавших районах. Население призывают сохранять бдительность из-за прогнозов о продолжении дождей в регионе. Сирия продолжает борьбу с тяжелыми последствиями мощной зимней бури, которая обрушилась на страну 31 декабря. Вместо праздничных торжеств последний день ушедшего года стал для тысяч сирийцев временем борьбы за выживание. Основной удар стихии пришелся на северные и прибрежные регионы, включая Алеппо, Идлиб, Латакию, Тартус и Хаму, где проливные дожди и аномальные снегопады спровоцировали локальные наводнения и транспортный коллапс. Из-за стремительного выхода рек из берегов многие дороги оказались под водой, а горные районы страны были полностью отрезаны от внешнего мира снежными завалами.
Критическая ситуация сложилась в лагерях для внутренне перемещенных лиц, особенно в районе города Азаз. Снежная буря разрушила или подтопила сотни палаток, оставив семьи без элементарного укрытия в условиях минусовых температур. Острая нехватка топлива и отопительного оборудования, а также перебои в доставке гуманитарной помощи поставили под угрозу жизни детей и пожилых людей. Экстренные службы и отряды гражданской обороны круглосуточно ведут расчистки путей сообщения и откачку воды из затопленных жилых кварталов. Масштабы разрушений инфраструктуры и суровая погода серьезно осложняют восстановительные работы в наиболее пострадавших провинциях страны. Вулканологи и жители Сицилии наблюдают за развитием первого в новом году извержения вулкана Этна. Согласно данным Национального института геофизики и вулканологии в Катании, новый этап активности начался сразу после полуночи 1 января. На восточном склоне вулкана в районе Монте-Симоне на высоте около 2100 метров открылась новая трещина, из которой начал изливаться поток лавы, направившийся в сторону кальдеры Валле-дель-Бове. Этому событию предшествовала серия мощных взрывов и фонтанирования лавы. Угрозы населенным пунктам на данный момент нет. Лава стекает по пустынным участкам горы, не затрагивая жилую инфраструктуру. В регионе сохраняется желтый уровень авиационной опасности, однако международный аэропорт Катании Фонтана-Росса продолжает работу в штатном режиме. Выбросы пепла на текущий момент минимальны и сносятся ветром в сторону от взлетно-посадочных полос. Специалисты отмечают, что текущая активность вулкана может быть связана с внедрением новой порции магмы из глубин. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.